Итак, всем привет! Раз уж вам так сильно понравилось, как я смотрюсь в камеры, будем работать с камерой. Сразу предупреждаю, я не привыкла абсолютно смотреть в камеру, я абсолютно не привыкла вот смотреть на вот эту зеленую точку, которая здесь, поэтому глаза мои могут бегать, куда-то прыгать, потому что для меня это формат очень сильно новый, и мне еще к нему надо привыкать. Это то же самое, когда я только начала вести блог, и я просто сходила с ума от того, что мне нужно было разговаривать с самой собой, просто я себя чувствовала какой-то в этот момент сумасшедшей. Но к этому быстро привыкаешь, поэтому первые видео у нас с вами будут, возможно, с бегающими глазами и всяко разно, потому что я тут еще накупила аппаратуру себе всего, чтобы вам и картинка была красивая, интересная, чтобы тоже свет был. Ну, с этим тоже надо работать, потому что я этого не умею делать от слова совсем. Но сегодня не об этом. Сегодня мы будем говорить об обратной стороне Луны, да, вообще, в принципе, о Луне. И я снимала прошлый ролик, кто не видел, посмотрите, о том, что летали ли вот недавно, опять же, вот, облетели Луну, значит, показали обратную сторону Луны, якобы американцы, вот смотрите, какая Луна и так далее и тому подобное. Я снимала на эту тему ролик, вообще летали ли они, что там вообще было, и что это была вообще за перформанс-идея такая. Сегодня будет продолжение, потому что я предложила, хотите ли вы узнать, что там на самом деле на этой Луне происходит. В принципе, я уже смотрела, я, кстати, потом только вспомнила, после того, как сняла ролик, я вспомнила, что, оказывается, я же смотрела на тонком Луну. Я ее очень хорошо смотрела, целых 2 часа. Вот, это было в солнечном клубе. Ребята предложили эту тему, вообще посмотреть, что, как и зачем на этой Луне. И там достаточно очень подробно, прям я вышла на тонкий, прям все это смотрела, прям все вот очень досконально шарила, но все-таки я решила не отменять, даже с тем учетом, что я это уже видела на тонком, не отменять этот ролик. И, в принципе, рассказать вам кратко, конечно, не на 2 часа, как это там было, там все очень подробно, но кому будет интересно, кто захочет, да, посмотреть более открыто, вы можете там увидеть как раз-таки мое исследование Луны, ну, а также показать вам в ролике, что в процессе монтажа над прошлым роликом у меня парень, который делает монтаж, он нашел фото в интернете, и когда он мне его выслал, говорит, вот смотри, это не вот это ли фото, которое они там сделали? И я посмотрела и такая, нет, слушай, я была в шоке, потому что это фото, она как раз-таки была настоящая. То есть реально настоящее фото Луны, но только сделано оно было, как я понимаю, на какой-то супер там, какую-то аппаратуру, да, то есть не с космоса, а именно вот с планеты. Ну, то есть с параллель с нашей, да, с мирозданием. То есть оно было сделано отсюда, снизу, и было в увеличителе прям огромном зафотана Луна. Но это именно реальный облик Луны. Так вот, и в чем фишка, да, почему еще мы можем сказать, что вот эти фото Луны, которые типа обратной стороны там и так далее, они не настоящие, потому что на вот этом фото, которое я прям сразу такая, опаньки, вот это фото, да, вот это оно и есть, да, это настоящее фото Луны, там грунт, который на Луне, то есть фото самой Луны, она коричневая. То есть она не вот такая серая, серебристая, как нам там показывают на фото, типа с вот этих Аполлонов там и так далее. Она именно такого буро-коричневого оттенка, даже с краснотой. То есть, знаете, вот как нам Марс показывают, типа он красная планета. То есть вот реально фото Луны, там вот такое буро-красное какое-то вот изображение, и именно так она и выглядит. Хотя мы привыкли, да, ее видеть какой-то серой, но вот именно это настоящее фото Луны. Но опять же, вспоминая то, что я видела на тонком про Луну саму, я видела, что то, что мы видим, в принципе, да, вот то изображение, которое мы видим на небе, выходя из дома, да, смотря на ночное небо, это лишь иллюзия, проекция, то есть то, что нам показывают. Фактически
мы видим как некую голограмму, которую мы можем, ну, видеть и глазами, да, и, возможно, то, что люди видят под вот этими огромными увеличительными приборами, то есть большой-большой, да, увеличитель, то есть тоже, возможно, есть голограмма, потому что я видела, что сама поверхность Луны, даже не то, что там обратная сторона, а даже вот та сторона, которую мы видим, она четко защищена вот пеленой какой-то голограммы, какой-то иллюзии. То есть, знаете, там как есть такой защитный полог, то есть под которым не видно, что там происходит. Также из того, что я помню, да, что я там видела, что сама Луна, она, во-первых, заходится за куполом, то есть то, что под куполом, вот, мы не летаем в принципе за территорию, ну, за вот поверхность купола. Те наши шаттлы, космические корабли, все, вот это вот, оно не выходит в открытый космос, оно никогда там не было, то есть оно только внутри условного вот этой экосистемы нашей параллели. То есть внутри экосистемы даже, ну, даже не то чтобы мироздание, а параллели. То есть мы даже не были вот на той территории, да, где все мироздание. То есть даже там не были, потому что оно гораздо дальше той самой пресловутой Луны. То есть, понимаете, как раз-таки сама Луна находится на неком стыке. То есть стык этот вот именно стык самой, ну, то есть, вот, допустим, наша параллель, да, вот этот купол идет, и на стыке купола и уже вылета, то есть за пределы мироздания. То есть это как некая перевалочная база. То есть сам по себе вот этот вот, ну, объект, да, назовем Луну так, то есть он не сказать, что это прям космический корабль. Нет, точно, это точно нет. Он не космический корабль, он не какой-то вот, это как какой-то шаттл, условно, то есть какой-то космический, ну, объект, который выстроен как некий магнит, то есть внутри там магнитная полость, и он сам по себе служит как некой перевалочной базой. То есть, да, это как он спутник, не спутник, но спутник искусственный. То есть это что-то, куда залетают корабли, да, они там могут, грубо говоря, дозаправиться, побывать и дальше полететь. То есть, как знаете, такая некая автобусная остановка только для огромных космических кораблей. То есть там они могут как-то получить доэнергию какую-то, да, заправку, да, еще что-то. Также я видела, что внутри самой Луны, то есть она полая, действительно, то есть это какой-то вот как большой магнит или что-то такое. Он имеет под собой природу, знаете, полукосмическую, условно назовем ее так, полуприродную, уже кем-то что-то сделанную. То есть, по сути, этот объект изначально был, как мне кажется, здесь я особо на тонком не смотрела, но он был представлен к нашей параллели, потому что я в свое время, когда смотрела «Настоящее небо», помните, да, я видела 3 спутника, то есть там было именно 3 объекта, 2 спутника и планета. Одна большая была, это такая просто огромная голубая, то есть даже есть по моим рассказам, девочка одна делала картину, то есть картину настоящего неба. И если мой человек, который занимается монтажом, не забудет, он обязательно ее покажет. Вот как оно выглядело. Есть ролики на канале, где я про это рассказываю, то есть из своих воспоминаний прошлых жизней, где я помню, как выходила, то есть ночью смотрела на истинное небо, какие оно имело краски, какое оно имело вообще, вот, ну, то, как оно выглядело. То есть было 2 спутника и планета, это четко шло. Так вот, Луна тогда она была, но это была не такая вот, как она сейчас. То есть такое ощущение, что, знаете,
вот взяли тело человека, да, его наполовину в какого-то киборга превратили. Вот это то же самое, во что превратилась сейчас Луна. То есть это был какой-то, я не знаю, естественно, неестественный, да, что-то вот именно какое-то естественное космическое тело, которое потом начали использовать уже вот паразиты под свои нужды. И его очень-очень сильно переделали, то есть переделали его физику, переделали вообще все. Сейчас Луна, помимо того, что используется как какой-то некий перевалочный пункт, то есть где приземляются космические корабли, летят дальше, да, что-то там происходит, а на нем еще есть биолаборатории, это тоже я видела, причем биолаборатории существа были, знаете, не особо понятные, как очень похожи на каких-то инсектоидов или что-то такое, знаете, очень было похоже на муравьев. То есть это были какие-то гады с роевым сознанием. Именно сознание, вот где каждый муравей, да, вот в муравейнике, он как некий солдат, рабочий, там еще кто-то. И я это не отдельная личность, а я это часть какого-то улья, условно, да, роя там или еще что-то. То есть нету индивидуализации сознания. И вот у этих вот, ну, не знаю, как там назвать, пришельцев, не пришельцев, да, то есть того биовида, который там лаборатории свои на Луне активно шлепает, у них как раз-таки вот такое роевое сознание, плюс то, как я их ощущала, вот опять же, кому интересно более подробно, я их описывала все полностью в солнечном клубе. Там есть записи, вообще все с самого первого дня, да, существования солнечного клуба, все стримы в записи, то есть можно послушать, зайти послушать, там огромнейшее количество информации, на самом деле, на данный момент скопилось. Я и Солнце там смотрела на тонком, и Луну смотрела на тонком. Я там очень много рассказывала про различные территории, опять же, на нашей параллели, да, смотрела. Также там очень много про психологию, в том числе я рассказывала и про психологические защиты, и про многое другое. То есть про то, как работать над собой, личные границы, там очень-очень много информации, и в первую очередь информация не только для того, чтобы понять, как устроен мир на самом деле, но и очень много информации для того, чтобы помочь самому себе. То есть для того, чтобы выйти из вот этой матрицы, для того, чтобы начать как-то помогать себе ментально и так далее. То есть и плюсом ребята очень отзывчивые, очень классные. Я там постоянно тоже так или иначе есть в клубе. Админы, мои самые-самые лучшие девочки, которые всегда помогут, всегда расскажут, всегда дадут. Ну и, конечно же, любые. Вот там не запутаешься, хотя там очень бывает и по 3 часа, да. Есть некоторые прямые эфиры, там не запутаешься, любую информацию можно в любой момент как бы очень быстро найти благодаря тайм-кодам, над которыми тоже работают вот девчонки, которые следят за каналом, и за что спасибо им огромное. В общем, присоединяйтесь с Искатом, действительно там огромный клад информации обо всем уже, наверное, и плюсом каждый человек может предложить какую-то новую тему сам, да, и эту тему там вместе с участниками обсудить и далее уже предложить на то, чтобы следующий стрим был именно на эту тему и посмотреть что-то на тонком или обсудить какую-то вещь. Вот, допустим, недавно очень долго там некоторые ребята ждали гербы и флаги. И знаете, когда мы пошли туда, и я начала смотреть вот эти гербы и флаги, вот, там очень неожиданно все развернулось, то есть на тонком вообще. И я там сидела, ревела, я говорю, стоило накраситься на стрим, чтобы потом тушь там по лицу размазывать. Потому что там те эмоции, которые, ну вот, то, на что я вышла, там просто невозможно было реагировать как-то спокойно. Вот, ну, правда, да, так скажем, о нашем вообще мире, о том, как все в нем устроено, то есть там просто невозможно было реагировать иначе, и многие ребята там тоже просто были в шоке от всплывшей информации. Ну, давайте продолжим про вот этих инсектоидов. То есть я видела, что у них абсолютно нет эмпатии,
абсолютно она в принципе отсутствует. То есть эмпатия — это такая вещь, которая позволяет нам чувствовать чужую боль. То есть, да, где я, допустим, там, не знаю, понимаю, что я сделала больно другому человеку. Например, я не знаю, я вру, и я понимаю, что эта ложь может принести другому какую-то, ну, не знаю, внутреннюю боль, допустим, да, от того, что ему врут. Или там, допустим, я не знаю, вот я там нечаянно наступила на хвост котенку, и я понимаю, что котенку больно, да, вот это вот эмпатия. И то есть эмпатия, она позволяет понять, что другой что-то испытывает, то есть, да, а полное отсутствие эмпатии — это когда ты наступил на хвост котенку, для тебя, что ты наступил на тапочек, что на хвост котенку, это одинаково. То есть ты, в принципе, что книжку пнул, что собачку, одинаково приятно. То есть, я не знаю, что камушек там, что живое существо — это примерно одно и то, что ты не чувствуешь ничего. Это как раз-таки очень сильно для темных, оно вот прям, это один из их признаков, потому что у них эмпатия отсутствует в принципе. То есть эмпатия — это удел светлых всегда, и именно светлые отличаются наличием эмпатии. То есть мы можем, как бы, так как мы единое целое априори, то есть мы всегда, да, вот это безусловная любовь, единство там и так далее, оно обусловлено то, что есть эмпатия. Мы можем понять, что вот я, да, и другой, вот мы как-то связаны, и что я хочу знать, что он чувствует, да, мне не все равно на него, так же, как и ему не все равно на меня, да, вот это вот единство объединения, оно как раз-таки дает очень-очень большой отклик. Также и считывание тонкого плана, это я говорила об этом тоже, у меня есть очень много роликов про то, как я вижу тонкий план и вообще, что в моем понимании, да, такое видеть тонкий план и что такое априори тонкий план, это как раз-таки глубокое эмпатичное восприятие. И не только восприятие окружающих людей, окружающего мира, но и очень-очень сильное самоощущение. То есть, когда ты можешь считывать себя как открытую книгу, то есть ты можешь прям микро-микро ощущения ловить свои. Ну, не об этом. Так вот, вот эти вот ребята, которые там инсектоидные на Луне, у них полностью отсутствует вообще все. И я видела, как они ставят опыты над живыми существами, которые живут на нашей параллели в том числе, но это не были люди. Я не видела, чтобы они ставили именно эксперименты, какие-то биоэксперименты над людьми, но они это делали над животными. Причем они что-то добывали, какой-то, ну, знаете, какое-то вещество или что-то такое из животных. То есть они как будто, знаете, вот так вот высасывали что-то из них, то есть какое-то вещество там, это как, я не знаю, вот как мы сок из лимона, да, через соковыжималку вот так раз и все, и выкинули кожурку. Вот у них то же самое было, только именно с животными что-то связано. Также я видела, что внутри Луны как раз-таки то, о чем я говорила, то есть, что она как природного где-то происхождения, потому что внутри нее, хоть она и полая, хоть она и как огромный большой магнит, то есть, знаете, она как-то именно физика, да, физически как-то так она привязана к Земле, то есть нам не врут, говоря о том, что вот там вот магнитное поле Земли, магнитное поле Луны, они как-то взаимосвязаны, то есть в этом правда. Я не физик, я не разбираюсь вот в этом во всем настолько, чтобы там объяснить, как это все работает, но там действительно как внутри какой-то огромный магнит, который вот очень-очень там сильно вот вокруг Земли, да, ну или не то чтобы вокруг нее, а вот как бы вот там вращается, да, как надо, то есть как-то взаимодействует очень сильно с магнитным полем Земли, образуя вот эту непрерывную связь, летая по вот этой орбите нужной, да, вот, но даже здесь, то есть что-то было переделано темными для того, чтобы мы не видели вот эту обратную сторону Луны, то есть они что-то сделали, они как-то скорректировали, скажем так, вот это магнитное притяжение таким образом, чтобы вот она только одной стороной всегда была повернута, и то есть полностью мы не могли ее просмотреть. Вот. Далее, внутри самой вот этой полости
Я видела, что есть какое-то вещество, то есть что-то, да, какое-то вот, какая-то как руда, не руда, то есть, ну, не руда, а вот какое-то вещество, какое-то темное вещество, я не понимаю, что это за вещество. Может, они сами, вот, кстати, да, я не посмотрела тогда, знаете, действительно ли оно изначально было там внутри, или они что-то уже переделали, потому что это вещество, оно какое-то очень энергоемкое. То, что я видела, это то, что оно очень энергоемкое, и оно работает вот как вот атомная станция, да, то есть ты берешь там уран какой-нибудь, допустим, природный, там обогащенный, да, вот там в ядерную станцию там где-то там в какой-то определенной штуки там они закидывают, да, я не знаю, честно, как это происходит, ну просто говорю условно, вот закидывают, и там бабах, такой взрыв, да, вот этот вот происходит, и вот эта энергия, ну, которую высвобождает этот уран, да, энергия высвобождения дает там свет, электричество, там вот это вот все. И здесь что-то то же самое, то есть не это что-то типа нефти, вот да, я вспомнила, как нефть мне пришло, вот как у нас здесь нефть, только вот на Луне тоже что-то подобное, но только по-другому оно выглядит, по-другому оно ощущается, но оно не заправляется, вот как у нас нефть перерабатывают там во все подряд, да, в топливо, еще что-то, там не так, оно как вот что-то по типу урана. То есть как обогащенное какое-то вот такое, как атомное топливо, да, скажем так, которое при определенной переработке, и там такие базы есть по этой переработке, то есть она там взрывается, аккумулируется, и дальше уже те корабли, которые как раз-таки прилетают на вот эту базу, да, перевалочную, они там могут получить какие-то вот эти вот аккумуляторы условно, да, до заправки, до зарядки, я не знаю, как это объяснить, да, ну вот для того, чтобы как бы подзарядиться, вот эту мощь получить, энергию и дальше там куда-то полететь, куда надо. Вот, как-то так, ребята. И тоже о том, что летала ли хоть одна ракета вообще подлетала к Луне, хоть как-то. И мне четко пришло нет, что там такая защита. То есть, понимаете, те, кто вот эту базу себе ну, оборудовали, а там темные, то есть реально темные, они туда не подпустят никого. Там ни один летательный шаттл ничего не, вообще вот даже близко не подплывет, понимаете, к этой Луне, для того, чтобы там как-то хотя бы вот соприкоснуться. То есть там моментально это пресекут. То есть там очень-очень серьезная защита. Также там очень серьезная магическая защита, потому что я также видела, что Луна, она не просто так, там, знаете, дозаправочный пункт, лаборатории, там и все это их уже личные, но на ней также установлены какие-то установки, оборудование, которое в том числе влияет на то, что чтобы нас здесь, уже внизу, да, на нашей параллели, очень сильно управлять нами, то есть очень сильно влиять на нас, потому что я там четко увидела, причем я билась вот весь стрим, я помню, что вот я пыталась увидеть, и там прям вот как, ну вот знаете, вот не пробить, просто вот не пробить. Хотя сейчас я практически не сталкиваюсь с таким, чтобы вот прям ты пытаешься что-то вот, ну, взломать условно, да, увидеть там все, а там прям вот не пробить и все было. И я смотрела через собственное тело, потому что именно туда, прям вот что там на Луне такого я не видела. Но собственное тело рассказало, то есть через внутренние структуры, да, я увидела, что воздействуют на клеточном уровне, то есть посылают какие-то радиосигналы, я не знаю, как их там назвать, пускай будет радио, да, вот, что-то, какие-то сигналы условно, да, посылают, которые заставляют каждую клетку нашего тела, то есть представьте, это не воздействие на мозг, да, даже, это воздействие на все тело разом. Я там даже помню, вошла в это состояние, это было очень ужасное состояние, когда каждая клетка, прям каждая клетка тела начинает вибрировать на вот этой энергии страха, и, знаете, то есть организм сам не знает, чего он боится, то есть это как такое, понимаете,
искусственное погружение в тревожность, искусственное погружение в какое-то тревожное состояние, из которого человек может впасть в агрессию, впасть в какие-то там, я не знаю, состояния, ну, неадекватности и прочее. И, как я понимаю, вот это вот, понимаете, когда мы видим кровавую луну там и так далее, это все, ну, там еще и плюс магича, да, но и плюсом это все еще и дополнительно, то есть в это время вот эти импульсы какие-то, которые они присылают с Луны, они становятся массовые, вот прям вот давящие. И я уже, знаете, здесь с вами общаюсь, я столько разных историй знаю, когда мне люди пишут, что вот в периоды вот этой вот кровавой луны, в том числе, что там и люди выпрыгивают из окон, и четко не происходит. То есть там и разные панические состояния, и чего только нет. То есть это не только вот во время такого, но и во время условно полнолуния. Как я понимаю, все вот эти вот, знаете, там то, что Луна там полная, неполная, всякое разное. То есть это все, она в принципе нету такого, что Солнце ее там как-то закрывает или еще что-то. Как я сказала, мы здесь видим только иллюзию. То есть мы не видим Луну полностью, мы видим только то, что нам дают видеть. То есть какую-то голограмму условно. Так вот, а здесь вот эту вот голограмму, ее показывают, ну, то есть вот эти вот все типа лунные там циклы, это все для того, чтобы те, кто здесь внизу магичат, то есть сильные мира сего условно, да, могли понять, на каком уровне сейчас находится вот этот вот сигнал, то есть вот это вот воздействие, потому что в зависимости от вот этой вот, как я понимаю, полная там нарастающая, убывающая, уровень воздействия идет разный, то есть они как усиливают сигнал, чуть-чуть его уменьшают, чуть-чуть его как-то это регулируют для того, чтобы вот там как-то воздействие шло вот такими вот волнами, тоже, знаете, как вот адреналиновые качели при абьюзинге, да, когда вот человек находится, в принципе, на таких вот качелях эмоциональных постоянно, то он на седьмом небе, то он в полном раздрае, то опять на седьмом небе. И таким образом, в принципе, нарушается стабилизация внутренняя, то есть когда человек полностью гормонально дестабилизирован. И, кстати, да, вот я вспоминаю, что тоже я видела, что вот это воздействие, которое шло с Луны, да, вот через эти сигналы, оно как раз-таки долбит по нам именно вот на уровне гормонов. То есть вот именно на вот этом. А гормоны, гормональный уровень, это как раз-таки самое-самое вот это вот регуляторы, когда мозг регулирует все внутри при помощи этих гормонов. И именно на это направлена дестабилизация. То есть, понимаете, нас, в общем-то, не только там на уровне каких-то там условных телевизоров и так далее зомбируют и все, но и эти все телевизоры, все вот эти вот страхи, да, все вот эти окна Авертона и так далее, они работают не только потому, что там вот они так могут действовать на психику, да, это, конечно же, понятно, там это все научные изыскания у нашего времени направлены на то, что, а как управлять людьми, чтобы они превратились в тупое стадо, вот, но, несмотря на это, да, усиливает это, вообще дает возможность вот этой вот всей хрене быть, именно вот это воздействие, которое идет с Луной. И также защита, ну, то есть единственная, да, на данный момент защита от этого воздействия — это осознанность, во-первых, и непринятие этих энергий. То есть, когда ты понимаешь, что с тобой происходит, то есть организм, как я уже сказала, когда на него идет вот это воздействие, он не понимает, что с ним происходит, он начинает в панике биться, то есть у него такие панические состояния. Это не, может быть не на уровне сознания, а на уровне самого организма, понимаете, когда мозг пытается тоже стабилизировать, чтобы это все как-то вот, ну, было там в нормальном там состоянии, все, чтобы оно там никуда не это. Но так или иначе, то есть получается, организм находится вот в таком вот стрессовом, паническом состоянии, в какие-то вот такие полные фазы Луны там и так далее, да, когда они на максимум прям врубают вот это вот. Мы
понимая, что это такое, то есть у нас есть понимание, да, что это вот воздействие идет, мы понимаем, что это вот сидят там какие-то гады. Кстати, знаете, что я не посмотрела на тонко? Вот что важно. Когда я смотрела, кстати, из-за ска, ребятки, тоже мы с вами этот момент упустили, по-моему, в стриме. Если нет, поправьте меня в комментариях. Но я только сейчас подумала о том, что мы же смотрели, то есть какое именно воздействие идет, но я не посмотрела, кто именно воздействует. То есть действительно, то есть инсектоиды это вот эти делают, которые там биолаборатории у них, или это какая-то иная раса, именно которая занимается вот этими воздействиями, потому что я четко помню, что я вообще эти воздействия, когда пыталась посмотреть, как его поставили, что это вообще за эти штуки, то есть что там за оборудование, все вообще просто вот глухо, ты бьешься, понимаешь, воздействие есть, а что оно направлено, как это все. В общем, ребята, давайте так. Я думаю, что в принципе, народ хочет узнать правду. Я думаю, что вы все, раз вы сидите на моем канале, да, 60 тысяч человек все-таки подписано, то вы, наверное, тоже хотите знать, а что это за воздействие такое, и что за гады такие на нас воздействуют, да, страна и мир хочет знать своих героев в лицо, как говорится. Поэтому я думаю, что если мы с вами свое намерение и свое желание узнать вот эту правду и узнать, кто же это такие это делают, да, если мы массово такое желание объявим и скажем, что мы все-таки хотим узнать, то я думаю, смогу пробить эту стену, потому что когда ты один как бы говоришь о том, что я вот хочу узнать, что там происходит, это одно. А когда намерение массовое, это уже другое. Они уже не имеют права это скрывать, они не имеют права как-то вот не давать это увидеть. То есть, что я не одна туда хочу засунуть свой любопытный нос, а что у нас таких много, которые хотят ответов, да, на вопросы. Поэтому пишите комментарии, ребята, не забывайте подписываться на канал, не забывайте, что у меня есть Telegram, там, кстати, очень много интересного. Я тут недавно ездила в поездку, опять Краснодарский край, горы, но это не те горы, которые мы там знаем все, там Красная Поляна и прочее. То есть это такие, грубо говоря, дикие места, не совсем туристические их обжили, хотя там есть турбазы, есть, значит, там, ну, гостевые вот эти домики, все есть, там квадроциклы снимают, и все, мы квадроциклы не снимали, мы так ходили, но нам очень сильно понравилось. Мы туда ездили на машинах, тоже вот сейчас буду выкладывать, ждите, может быть, в ВК, в Дзене, то есть обязательно будут про поездки. И также там, да, обнаружила древний город, то есть остатки, грубо говоря, наскальные древнего города, смотрела на тонком его. Вообще это удивительно, я обожаю, когда вот ты в таких местах, то есть я была тоже там в Краснодарском крае, где Туапсе, то есть там тоже дольмены, вот это вот ходила, смотрела, у меня есть целый цикл огромный видео про дольмены, что это вообще на самом деле такое, да, как их оскверняют и прочее, прочее. То есть я прям конкретно очень сильно ныряла в прошлое, развеивала мифы о этих местах. Вот, посмотрела, что же там находится, действительно ли там какие-то волшебные духи, которые исполняют все желания и прочее. Вот, все это есть на Бусти, потому что, по сути, Бусти это огромный такой, тоже уже, я не знаю, тоже кладезь информации про прошлое, про то, что у нас там было, и все мои вот эти вот на тонком, я там очень много всего столько нарыла, и в том числе про религию, в том числе про то, вот как нас захватили, как это все замешано с религией, все вот эти вот вещи, что, как вот это все, вот эта церковь римская замешана в этом. В общем, там этого много. И это совершенно не та информация, ребята, которую вы смотрите везде, вот эти тайны прошлого там всяческие и прочее, которые вам показывают на ютубе. В общем, это та самая история, которую я смотрю с тонкого по разным, и где-то вы мне скидывали различные статуэтки и прочее, прочее. И самое, что интересно, то, что я вижу на тонком, разные обряды прошлого, разное все,
это потом все находит свои подтверждения, то есть подтверждения в каких-то записях, да, в каких-то книгах, в каких-то научных статьях и прочее, прочее. То есть так или иначе, то есть все, что я смотрела на тонком, на бусте, оно все так или иначе подтверждается. Это все очень сильно удивительно, и это, знаете, такой тоже прямой взгляд в историю, когда в большинстве своем сейчас исторические какие-то каналы, они рассказывают про прошлое, про то, что с нами было, с точки зрения больше теории. То есть они разбирают какие-то теории, они разбирают какие-то книги, там еще что-то, что половина переписана, какие-то карты, и делают свои исторические предположения о том, как мы жили раньше. Здесь же, понимаете, у меня нет вот этих предположений, нет каких-то там ну вот, а вдруг, может быть, это было так или что. Я смотрю на тонком, я говорю конкретно, я вижу вот это, вот это, вот это. Было вот так, вот так, вот так. Плюсом, ну, многие, кто давно меня знают, да, давно смотрят мой канал, я говорила, что у меня плюсом еще и полностью не заблокированная память. Я все прекрасно помню, я помню все свои прошлые жизни, которые я жила в этом мире, ну и не только в этом, то есть я помню еще, я помню вообще все, что со мной было, начиная от рождения души. То есть кто я как душа, и не просто помню, кто я помню свое рождение как душа, я помню вот, что у меня были какие отношения там с родителем, да, который вот мой родитель души именно. Я помню свою семью, как вы их называете, звездная семья. Я не называю звездные семьи, мне это не нравится название, вообще что-то понятие звездные семьи. Я это называю родами. То есть есть рода у душ, достаточно очень древние рода. Я из очень древнего рода, одного из самых древних. То есть я сама не скажу, что я прям могу сравниться с самыми древними там душами, потому что это целые вселенные там уже, да. Но я достаточно из очень древнего рода и сама тоже душа не маленького порядка. Вот, о чем я тоже помню. Я помню прекрасно, где я работала как душа, что я делала, откуда я пришла, как я здесь оказалась. Вообще все помню. То есть меня сюда попросили изначально даже прийти, когда я вообще, ну, в общем, знаете как, давайте так. Если вам интересно, чтобы я рассказала о себе наконец-то, раз уж я лицо свое показала, да, и вы его видите, если вам интересно узнать обо мне, кто я такая, да, как душа вообще, где я жила, где работала, что вообще для чего я сюда пришла на это мироздание изначально, как меня попросили там и прочее. Ну, если вам это интересно, я могу это рассказать. Как бы обычно я это мельком, очень мельком рассказывала на том же Бусте, но я в принципе могу такое записать на YouTube. Я уже чувствую, как хейтеры потирают руки, вот, думаю о том, что ну вот сейчас-то они там про меня что-то там налепят и прочее. Ну, мне как бы в принципе пофигу, потому что я, знаете, этот рассказ будет конкретно чисто для вас, если вам интересно. То есть я обычно ничего про себя не рассказывала, знают только очень маленькое количество людей, мои друзья, вот, с которыми я делилась этой информацией, вот, которые тоже души, есть некоторые, с которыми я из канцелярии знакома, да, и с которыми я уже не одну жизнь вместе иду, вот, они еще знают, кто и зачем я и почему я, а так я особо ничего не рассказывала. В общем, если вам интересно узнать вообще, кто я, да, на самом деле, откуда я, зачем я тут и так далее, пишите в комментариях, я учту и, ну, если соберусь, такой ролик сниму. Ну, а так тоже пишите, что бы вам хотелось еще узнать, может быть, что-то еще про Луну, потому что здесь уже ролик сильно долгий, я, как обычно, люблю вот это вот все надолго растягивать, может быть, какие-то... Давайте так, вы мне задаете в комментариях вопросы, что бы вы еще хотели узнать про Луну, может быть, как раз-таки мы попробуем. И то, что намерение, да, конкретно, что бы мы посмотрели с вами, кто там сидит и делает вот это вот воздействие на всех людей. Потому что это тоже очень сильно важно, это воздействие нужно прекращать.
Именно оно не дает нам с вами объединиться, именно оно не дает нам с вами начать видеть вообще друг друга, да, все вот эти вот, ну, понимаете, да, все эти эмоции страха, паники, они не дают нам с вами увидеть друг друга, начать доверять, да, друг другу, начать как бы видеть, кто действительно темный, а кто действительно светлый, потому что здесь это все вот так вот поперевернуто. И многие люди, они думают, что светлое это темное, темное это светлый, и вообще вот полный кавардак творится. И это в том числе из-за вот этой дестабилизации на клеточном уровне, потому что она нам не дает сосредоточиться и действительно прислушиваться, ну, прислушаться к себе. В общем, еще раз подписывайтесь на все мои ресурсы, не забывайте, ВК, Дзен там и так далее. Подписка, колокольчик. Ну а я вас всех люблю, обнимаю. Ваша Надежда Солнечная. Всем пока-пока.